Опять не знаешь, что быстро приготовить на ужин? Поделюсь с тобой интересными идеями быстрого вкусного ужина в аэрогриле. Мы приготовим котлетки с помидором и сыром, шашлычки из куриных сердечек и кусочки запеченного лосося в японском стиле. Каждый из этих ужинов готовится буквально за 10-13 минут. Останется лишь только быстро нарезать овощи или приготовить салат, и ужин готов. Первый рецепт: приготовим котлетки, очень быстрые и вкусные, с помидором и сыром. Фарш можно использовать любой, у меня это говяжий фарш 400 грамм, из такого количества выйдет 9 небольших котлеток. Для рецепта мне понадобится полутвердый сыр, примерно 80-100 грамм, половина помидора или помидоры черри, любимые специи, сметана и французская горчица, соль, перец. Готовим быстрые котлетки. В емкость перекладываем фарш, добавляем любимые специи, у меня это пол чайной ложки соли, немного черного молотого перца и любимые специи, все по пол чайной ложки. Я добавляю сушеный чеснок, сушеный лук и в последнее время полюбившаяся мне специя, вот такая, которая подходит для сыра, она с сушеными томатами и травами. Конечно, вы можете приготовить стандартный фарш и замешать туда натертый лук или чеснок, но для быстрого ужина всегда просто использовать сушеные специи. Они натуральные и очень вкусно дополняют любое мясо. Фарш перемешиваем и немного отбиваем вот так о миску, как это делаю я, для того, чтобы котлетки лучше держали форму. Полюбились мне в последнее время бумажные формы для аэрогриля, я в них практически все готовлю, аэрогриль остается чистым, и вам после ужина не нужно мыть посуду, просто выкинули форму и отправили ее в мусорное ведро. Леплю 9 небольших котлеток, они идеально подходят в стандартный такой, как по мне, аэрогриль. У меня 22 сантиметра с каждой стороны и объем моего аэрогриля 6,4 литра. Когда я леплю котлетки, делаю небольшое углубление в центре. Котлетки можно смазать майонезом или любым соусом, который вы любите. Я же приготовлю такой простой соус. 1-2 столовые ложки сметаны и немного французской горчицы, примерно 1 чайная ложка. По вкусу получится тот же майонез. Можно добавить кетчуп и любой другой ваш любимый соус. Например, смешать сметану с соевым соусом, добавить, например, шрирачу, если любите что-то остренькое. Все мои рецепты, которые я показываю на этом канале, они все универсальны, и их все можно модифицировать и дополнять. Силиконовой кисточкой смазываю каждую котлетку. Если у вас помидор, используем половинку и режем на небольшие дольки. Каждую дольку положим в котлетку. У меня были только помидоры черри, понадобится примерно 5 штук. Разрезаю каждую помидорку на 2 части и 1 часть кладу сверху на котлетку. Заглядывайте в описание под видео, там я оставляю все рецепты из данного видео. Также пропишу температуру и время для аэрогриля как с одним теном, так и с 2, для вашего удобства. Натрем на мелкой терке полутвердый сыр, понадобится примерно 80-100 грамм, зависит от того, как много сыра вы любите. На каждую котлетку сверху выкладываем шапочку из сыра. Если совсем нет времени натирать сыр, то иногда я даже просто беру ломтики сыра, уже нарезанные, и выкладываю прямо сверху. Ставим в аэрогриль, у меня в аэрогриле 2 тена, я ставлю на режим аэрогриль 180 градусов 13 минут. И я готовлю в форме, и переворачивать ничего не нужно, они за такое маленькое количество времени идеально приготовятся. Если у вас 1 тен, то бишь сверху в аэрогриле, немного другое время вам понадобится. Готовим на такой же температуре 180 градусов, может быть 190, если у вас маломощный аэрогриль. И ставьте не 13 минут, а, например, 18 или 20, зависит от мощности вашего аэрогриля. У меня аэрогриль мощностью 1700 Вт. Такой ужин готовится быстро, просто. Всегда можно купить фарш и приготовить такие простые легкие котлетки. Я думаю, что у всех дома найдется и помидор, и сыр. И это очень простой и вкусный ужин для всей семьи. Пока они готовятся, вы можете быстро нарезать овощи или приготовить овощной салат. И гарнир, например, у вас остается со вчерашнего вечера. Следующий рецепт очень необычный, получилось очень вкусно. Мы будем готовить шашлычки из куриных сердечек. У меня упаковка куриных сердечек 400 грамм. Используем абсолютно любые специи, которые вы любите. У меня это сушеный чеснок, сушеный лук, сладкая паприка, и я еще добавила сушеную петрушку. Можно добавить орегано, тимьян, любые специи. Масло спрей, соль, перец. И деревянные шпажки нам также понадобятся. Я промыла куриные сердечки, обсушила полотенцем бумажным и теперь немного их почищу.
Я всегда отрезаю небольшие прожилки, если есть какие-то клапаны, трубочки, нам все это не нужно. И внутри я стараюсь ножом вычистить остатки крови. Кстати, если вы не пробовали куриные сердечки или они вас пугают, я вас хочу переубедить, это очень дешевый, вкусный и полезный продукт. Они всегда получаются очень мягкими и похожи по вкусу на курицу. Обязательно попробуйте. И субпродукты очень полезны и намного дешевле, чем куриная грудка. А витаминов там гораздо больше. Добавляем любые специи, у меня это немного соли, черный перец, и я добавляю по пол чайной ложки сушеного чеснока, сушеного лука, пол чайной ложки сладкой паприки, и можно добавить любую травку сушеную, которая у вас есть. Прованские травы, тимьян, орегано, все, что вы любите. И я решила добавить сушеную петрушку. Все хорошо перемешиваем и насаживаем куриные сердечки на шпажки. Померьте шпажки по размеру аэрогриля и посмотрите, подходят ли они по длине. Мне пришлось свои немного укоротить. Шпажки я не замачиваю, они в аэрогриле у меня не успевают сгореть. Но если для вас это проблема, то замочите на полчаса в холодной воде шпажки. Получилось примерно по 6 сердечек на каждую шпажку. Это, кстати, очень интересный вариант, если вы подаете детям, потому что дети любят все, что выглядит как шашлычок. Если это сладкий вариант или мясной вариант, им обязательно понравится такая подача. Выкладываю на бумажную форму, сбрызгиваю немного маслом для хрустящей корочки и ставлю в аэрогриль на режим аэрогриль 200 градусов 13 минут. Если у вас один тен в аэрогриле, ставьте 180 градусов 18-20 минут. И при необходимости сердечки можете перевернуть, если чувствуете, что они не пропекаются. Смотрите, с той стороны, где была бумага, куриные сердечки у нас не подсохли, не подрумянились, а остались мягкими. Если хотите такой поджаристый эффект со всех сторон, то переверните шашлычки, если готовите так же в форме, как я. У нас получается хрустящая, такая чуть подсушенная корочка вокруг, и внутри получается мясо очень мягкое. Всем приятного аппетита! Последний быстрый рецепт – это кусочки запеченного лосося в таком японском стиле. Идеально подойдет с рисом. Для рецепта мне понадобится 300-400 грамм лосося. Я предварительно порезала его на кубики. Понадобится также кукурузный крахмал, соевый соус, лимонный сок, любимые специи и кунжут. Выкладываем кусочки лосося в емкость, добавляем специи. У меня это сушеный чеснок и сладкая паприка. Добавляем 1 столовую ложку соевого соуса и примерно 1,5 столовые ложки кукурузного крахмала. Если у вас его нет, я думаю, что можно заменить на картофельный крахмал, но я всегда покупаю именно кукурузный. Часто использую его как в десертах, так и в любой другой панировке. В нем хорошо панировать баклажаны и запекать в аэрогриле вместо фритюра, или также, например, лосось или курицу. Часто готовлю такие рецепты. Добавляем примерно 1 чайную ложку лимонного сока. Все хорошо перемешиваем. Я перемешиваю после добавления каждого ингредиента, чтобы все хорошо перемешалось и не слиплось. В конце добавляю кунжут, примерно 2 чайные ложки. Я решила добавить еще чуть-чуть кунжута, чтобы это больше было как панировка. Когда кунжут поджарен, подсушен, получается очень вкусный. Кстати, в панировке с кунжутом я готовила еще и курицу. Посмотрите обязательно это видео. Здесь сверху оставлю вам ссылку. И также, если не забуду, под видео оставлю. Если вы для панировки используете сухари или же кукурузные хлопья, я также использую часто для панировки. Но попробуйте использовать кунжут, получается очень вкусно и необычно. Обязательно оставлю вам тут рецепт. Готовлю в пергаментной форме, и масло в спрее использую лишь для того, чтобы сбрызнуть форму. Саму рыбу я не сбрызгиваю маслом. Я купила какие-то нехорошие формы, к которым все приставало, и поэтому добавляла масло. Если у вас хорошая форма, то масло можно не использовать.
ставлю на 180 градусов 6 минут. Режим аэрогриль, можно использовать режим рыба. Если у вас аэрогриль с одним теном, ставьте такую же температуру 180 градусов, но времени понадобится больше, может быть 8-10 минут. Смотрите, если вы не режете лосось на такие маленькие кубики, то времени понадобится больше. Если он разрезан на такие небольшие кубики, то времени нужно меньше. Получается очень вкусный ужин, обязательно попробуйте приготовить. У меня был заранее отваренный рис. Такая рыбка идеально подойдет на рис. Можно сверху украсить зеленым луком, добавить свежие овощи, и быстрый вкусный ужин готов. Спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, оно для вас было полезно и интересно, и вы будете знать, что приготовите сегодня на ужин. Делитесь в комментариях, какой из вариантов вам понравился больше всего. А мы с вами увидимся очень скоро в новом видео. Пока-пока, до скорых встреч!